День Х для Урсулы фон дер Ляйен. Кресло под председателем Еврокомиссии пошатнулось. Европарламент собирается провести голосование по вотуму недоверия. Каков будет вердикт? В Латвии на фоне сообщения о возможной войне России с НАТО скандал из-за сабель. Страна планировала потратить на закупку холодного оружия почти 1 000 000 евро. Для чего? Зеленский ждет Путина в Ватикане на переговоры. Украина заявляет о срыве спецоперации, а Россия обращается к понтифику, чего потребовала Москва. Тревожные заявления из Европы. На Западе заговорили о поражении и конце дипломатии. Что происходит? Тайвань готовится к войне, массовая эвакуация на острове, кровавая стрельба на территории военной авиабазы в Казахстане. Москва и Астана провели переговоры, а армия Лукашенко форсировала Днепр. Детали досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. Кресло под Урсулой фон дер Ляйен пошатнулось. Западная пресса пишет: 10 июля, день Х. Председателя Еврокомиссии ждет вердикт. Уже сегодня Европарламент проведет голосование по вотуму недоверия Урсуле фон дер Ляйен. Инициатором голосования стал ультраправый румынский депутат Георги Пипиря. Ему удалось собрать 75 подписей депутатов при необходимом минимуме в 72, что дало право на официальное рассмотрение вопроса. Одно из обвинений в адрес фон дер Ляйен – ее тайная переписка с главой компании Pfizer Альбертом Бурлой о закупке вакцин во время пандемии коронавируса. Этот скандал еще известен как Pfizer-Gate и тянется с 2021 года. Фон дер Ляйен назвала происходящее нападками в ее адрес и жестко раскритиковала инициативу Пипиря. По ее словам, предложение о вотуме недоверия взято прямо из старого пособия экстремистов и поляризует общество, подрывая доверие к демократии. Это была цитата. Большинство политических групп Европарламента не поддержат отставку главы Еврокомиссии, пишет Евроньюз, но кресло под самым влиятельным политиком в Брюсселе уже пошатнулось. Кроме того, сам факт голосования – это удар по репутации фон дер Ляйен. Но дебаты в понедельник показали растущий уровень недоверия главе Еврокомиссии, независимо от политической принадлежности евродепутата. Партии, входящие в так называемое центристское большинство, разделились в оценке деятельности фон дер Ляйен. И если ЕНП полностью поддерживает ее политическую линию, то социалисты и либералы недовольны. Это говорит о том, что коалиция, благодаря которой фон дер Ляйен год назад была избрана на пост председателя Еврокомиссии, стоит сегодня на хлипкой почве. За отставку фон дер Ляйен выступает также премьер-министр Венгрии Орбан. В сети X, бывший Твиттер, он опубликовал фото Урсулы на красном фоне и подписал его «Пора уходить». Изображение с главой ЕК – явная отсылка к обложке американского журнала Time. В конце июня 2024 года, после дебатов кандидатов на пост президента США Трампа и Байдена, издание опубликовало снимок с Джо Байденом, который с треском провалил дебаты. Тогда фотографию сопровождало слово «паника». В Латвии на фоне сообщения о возможной войне России с НАТО скандал из-за сабель. Страна планировала потратить на сабли для молодых военных почти 1 000 000 евро. Эта статья расходов оборонного бюджета вызвала бурную реакцию в обществе. И в Министерстве обороны Латвии передумали закупать холодное оружие. Как оказалось, сабель на складах более чем достаточно. В комментарии агентству «Лето» латвийские военные сообщили, что придется все же приобрести держатели для сабель, потому что их не хватает. Зачем же латвийским военным сабли? Все просто. Это традиция. Начиная с 1920 года всем выпускникам Национальной академии обороны Латвии торжественно вручают сабли. Символ доблести, который служит эффектным дополнением к парадной форме офицеров. Красивую традицию прерывать не будут, ведь ранее закупленных сабель хватит на ближайшие пару лет. Зеленский ждет Путина в Ватикане на переговоры. Об этом он заявил, находясь там, на аудиенции у Папы Римского Льва XIV. При этом и Ватикан готов стать переговорной площадкой, уверяет уже понтифик. В пресс-службе Ватикана заявили, что с Зеленским обсудили войну и далее цитата «неотложность поиска длительных и справедливых путей к миру». Остается открытым и вполне возможным предложение провести встречи на уровне лидеров в Ватикане, чтобы остановить российскую агрессию и достичь стабильного, долгосрочного и подлинного мира. На данный момент лишь Москва отвергает это предложение, как и все другие мирные инициативы.
В Риме Зеленский провел, как и анонсировалось ранее, переговоры со спецпосланником Трампа Китом Келлогом. Встреча за закрытыми дверями, без прессы. Зеленский уже после заявил: тема поставки вооружения и усиление ПВО, закупка американского оружия, совместное оборонное производство и его локализации в Украине, а также санкции, те самые, которые предлагают сенаторы Грэм и Блюменталь в Конгрессе США. Отмечу, что за переговорами в Ватикане пристально следит и Москва. Россия тоже обратилась к Ватикану. Уполномоченный по правам человека в РФ Москалькова написала письмо Папе Льву, и оно уже дошло до адресата. Она просила посодействовать возвращению россиян, находящихся в Украине из-за Курской операции ВСУ, поскольку, далее цитата, это противоречит всяким нормам и нравственности. Москалькова рассказала, что ей позвонили от папы и сказали, что ее вопрос обсудят с Зеленским. Сегодня 30 человек находится в Сумах. Мы только что разговаривали с Международным комитетом Красного Креста, чтобы они были обеспечены всей необходимой гуманитарной помощью, чтобы они получали питание, была соответствующая одежда, медикаменты. И Международный комитет Красного Креста их посещает. О возвращении их на родину ведутся переговоры. Тем временем из Европы летят тревожные заявления. Берлин накануне обратился к Москве, как пишет западная пресса, с предупреждением. Дипломатические средства исчерпаны. Мерц намекает на другие варианты решения российско-украинской войны. Когда преступный режим открыто ставит под сомнение право другой страны на существование с помощью военной силы и стремится разрушить политический порядок свободы на всем европейском континенте, федеральное правительство, которое я возглавляю, сделает все возможное, чтобы этого не допустить. В российском МИДе назвали Мерца лицемером и обвинили правительство ФРГ в стремлении наносить удары вглубь России руками Украины. По словам представителя МИД РФ Захаровой, таким образом канцлер пытается оправдать неизбежность поставки Киеву крылатых дальнобойных ракет «Таурус». За всей этой словесной пеленой скрывается плохо закамуфлированное желание правительства Мерца также поучаствовать в нанесении ударов вглубь нашей страны. Потому что это будет означать непосредственное вступление ФРГ в конфликт с нашей страной, в Берлине, похоже, не задумываются, а стоило бы. И если Мерц говорит, что дипломатия себя исчерпала, то премьер Венгрии Орбан вообще заявил о поражении Запада и Украины. Будет горький момент, когда европейским лидерам, за исключением нас и тех, кто находится в кабинетах, придется признать, что они проводили ошибочную стратегию и поэтому потерпели поражение. Таким образом, эту войну, на мой взгляд, Европейский Союз уже проиграл, и Украина, хотя и держится, отступая, но все еще держится на линии фронта. Но, я думаю, Украина тоже ее проиграла. Эту войну нельзя выиграть на линии фронта. Эту войну можно завершить дипломатией, чтобы сократить или устранить дальнейшие потери. Россия медленно грызет территорию Украины, а ситуация на фронте остается стабильно напряженной, заявил в интервью газете Valeurs Actuelles министр обороны Франции Ле Корню. Он также отметил, что Европа не может позволить себе войну каждые 3 года, ни с гуманитарной, ни с экономической точки зрения. Однако министр не конкретизировал, собирается ли Париж увеличить военную помощь Киеву и отправить своих миротворцев в Украину. При этом рассказал о красных линиях. Наша абсолютная красная линия – демилитаризация Украины. Нужно быть последовательными. Нельзя отказывать Украине во вступлении в НАТО и одновременно соглашаться с тем, чтобы у нее не было армии. Украинцы должны сами обеспечивать свою безопасность. Это ключевой момент, иначе безопасность соседних стран окажется под угрозой. На фоне всех этих заявлений Кремль отреагировал на утечку разговора Трампа о том, что он готов разбомбить Москву к чертям. Напомню, запись выступления Трампа на предвыборных встречах с донорами в Нью-Йорке и Флориде в 2024 году выложил CNN. На ней республиканец сообщил, что отговаривал Путина от начала боев в Украине, заявив, что в противном случае США нанесут удар по Москве. Это не совсем корректно, я не могу это при всем желании или подтвердить, или опровергнуть. Речь идет о выступлении Трампа в 2024 году в Америке. Я работаю в России, слава богу. Является ли это фейком или не является, тоже мы не знаем. Фейков сейчас очень много. Зачастую фейков гораздо больше, чем правдивая информация. И мы всегда исходим из этого, когда мы анализируем те или иные новости. Итак, друзья, поедет ли Путин в Ватикан на переговоры с Зеленским? Как считаете, на что конкретно намекает Мерц, когда говорит, что дипломатия себя исчерпала? Согласны ли или не согласны с заявлением Орбана о проигрыше ЕС и Украины? Как всегда, пишите свои комментарии под этим видео. Не забудьте сделать несколько кликов, если вас не затруднит. И подписаться на канал, а также поставить лайк этому видео.
Тайвань готовится к войне. На острове стартовали крупнейшие учения за всю историю. Это ответ на угрозу вторжения со стороны Китая, заявляют в Тайбэе. Беспрецедентные по масштабу учения Ханькуан продлятся 10 дней, вдвое дольше, чем обычно. Привлекут более 20 тысяч резервистов и даже гражданское население. Впервые масштаб учений сравним с реальным сценарием войны. Тайбэй проведет массовые эвакуации, воздушные тревоги, остановку транспорта и предприятий в крупных городах, включая столицу. Одной из причин, почему остров продлил учения до 10 дней, была необходимость испытать новое оружие, особенно беспилотники. Напомню, на прошлой неделе генсек НАТО, объясняя, почему США заинтересованы в безопасности своих европейских союзников, заявил, что если лидер Китая Си Цзиньпинь решится силой вернуть Тайвань, то перед этим он позвонит Путину и попросит его напасть на страны НАТО для отвлечения внимания. В российском МИДе накануне отреагировали и на эти заявления. Захарова говорит о недоумении. Измышления генсека НАТО Рютте о том, что председатель КНР Си Цзиньпин, как он Рютте выразился, перед неким, это же надо до такого было договориться, нападением на Тайвань, якобы первым делом позвонит президенту России, знаете, вызывают у нас крайнее недоумение, обоснованное возмущение и большие вопросы о здоровье Рютте. Все ли у него нормально? Появляется действительно некая озабоченность ментальным состоянием генерального секретаря НАТО. Украина заявляет о срыве китайской спецоперации в Украине. СБУ, уверяет, взяла шпионов, которые охотились за секретами Нептуна. В украинской столице задержаны 2 гражданина КНР, которые пытались украсть секретную документацию украинского ракетного комплекса «Нептун», того самого, что в свое время атаковал флагман Черноморского флота РФ крейсер «Москва». Об этом говорится в официальном заявлении ведомства Малюка. В службе безопасности Украины уверяют, что операцию по передаче данных в Пекин курировали отец и сын. Младший, 24-летний, бывший студент Киевского вуза, исключенный за неуспеваемость, но оставшийся в стране. Его задача — внедриться в украинскую военку и завербовать нужных людей. Старший, постоянный житель Китая, курировал миссию, лично приезжая в Киев, сообщает на своих официальных ресурсах СБУ. Задержание произошло во время передачи так называемых документов, говорят в СБУ. Семейному дуэту уже вменили шпионаж, им грозит до 15 лет тюрьмы. Напомню, что сейчас Украина все чаще критикует Китай. Накануне, как вы помните, Зеленский ввел санкции против китайских компаний, которые, по его словам, помогали России в войне против Украины. Китай уже неоднократно реагировал на заявления украинской стороны. В Пекине отрицали свою причастность к войне, а также заявляли о непредвзятости. Россия готовится встречать миллионы иностранцев, трудовых мигрантов из стран, которых раньше в регионе почти не видели – Индии, Шри-Ланки и Северной Кореи. Об этом сообщил президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин. В частности, к приему трудовых гостей готовится Свердловская область. Причина – острый дефицит кадров. Заводы наращивают производство в рамках войны с Украиной и программы импортозамещения, но местных работников не хватает. Часть ушла на фронт, молодежь на заводы идти не хочет. Президент Уральской торгово-промышленной палаты заявляет, по Индии уже все решено. Приедет до 1 миллиона индийских специалистов. В Екатеринбурге для этого откроется новое генконсульство, которое займется координацией. В России признаются, что с таким международным составом работать непросто, нет ни опыта, ни общего языка, но свердловские предприятия готовы рисковать. Ставки высоки. Новые иммигранты будут заняты в металлургии и машиностроении. Они займут высококвалифицированные позиции. Конечно, нам привычнее, если бы это были наши соседи и союзных республик. Многие из них учились здесь и знают язык. Пока у нас нет опыта работы с указанной группой стран, но наши предприятия крайне заинтересованы в партнерстве, а значит, организуют все необходимое. В любом случае, это совершенно новый уровень международной кооперации в части трудовой истории, но мы связываем с ним определенные надежды. Кровавая стрельба на территории военной авиабазы в Казахстане. В силах воздушной обороны ВС РК заявляют об одном раненом. Причина не в диверсии или же каком-то конфликте, а согласно официальной версии, нарушении мер безопасности при обращении с оружием. Состояние пострадавшего тяжелое, но стабильное. Сейчас проводится расследование. Инцидент произошел накануне, в то время как министр обороны Казахстана совершал свой первый зарубежный визит в Москву. Россия заявляет, с Казахстаном делятся достижениями российской военной промышленности и достижениями в области обороны. В Москве сделал заявление и министр из Астаны. Каких-то деталей переговоров стороны не раскрывают.
Для меня это, конечно, очень важно. Это мой первый официальный визит за рубеж в качестве министра обороны. Рад, что на регулярной основе нам удается встречаться, делиться мнениями, согласовывать наши дальнейшие шаги, направленные на эффективное взаимодействие наших ведомств. Хочу отметить, что Казахстан придает особое значение развитию сотрудничества с Российской Федерацией. Нас традиционно связывают добрососедские отношения, стратегическое партнерство. Армия Лукашенко форсировала Днепр. В Беларуси заявляют о масштабных и показательных учениях, тренировках по наведению мостов под огнем. В Минске отчитались, на противоположном берегу реки Днепр был замечен противник, в частности незаконное вооруженное формирование, которое должно было быть уничтожено. Таким был сценарий учений. В ведомстве Хренина уверяют, что с задачей пытались справиться подразделения Могилевской инженерной бригады. Проведение полномасштабной операции по форсированию крупной водной преграды происходило в режиме, приближенном к боевому. За ходом этой операции лично наблюдал начальник Генштаба ВС РБ Муравейко. Напомню, что в Беларуси не прекращаются военные учения, которые стартовали еще в 2022 году. В Украине активно следят за тем, что происходит в соседней республике. И на прошлой неделе говорили, что сейчас угроз формирования ударной группировки, которая могла бы двинуться на территорию Украины, нет. Друзья, хорошего вам дня, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео, оставляйте также свои комментарии под этим видео. И я напомню, новости за неделю собраны в плейлист, переходите и смотрите. До встречи!